Всем привет! Итак, друзья, перед вами компьютер, это готовая сборка, точнее это даже не сборка, данная машина продается как отдельное устройство, а именно персональный компьютер Расcad и модель Strike 520. Если вкратце, прям вот очень коротко, то Расcad это собственная торговая марка компании Trilogic. Сама Trilogic это ведущая IT-компания полного цикла, а также является лидером в дистрибьюции компьютерной техники и комплектующих. И это еще интереснее, потому что мы сможем с вами оценить, что из себя представляет компьютеры, не просто собранные в мастерской или там компьютерном ателье, что может открыть любой абсолютно блогер вроде меня и потом начать собирать компьютеры для подписчиков. Нет, это что-то более масштабное, нацеленное на очень широкую аудиторию. И есть даже компьютеры Trilogic Rascad по 250 тысяч рублей, и есть также модели по 38 тысяч. В моем случае попалась новая модель с видеокартой RTX 4070 Ti и памятью DDR5, и также процессором на Intel 13 поколения, так что это более чем современное железо внутри. Мы обязательно все это протестируем и даже разберем полностью весь компьютер по частям, рассчитаем, что у нас по цене, чтобы понимать, за что мы платим. А сейчас давайте немножко отвлечемся на полезную информацию. Друзья, нейросети становятся все более популярной технологией. Они рисуют картины, создают музыку, пишут тексты. А совсем недавно тандем из нейросети и художника-иллюстратора Жени Зубкова создал первый в мире дизайн банковской карты, конечно, для дебетовой карты Тинькофф Black. И притом, помимо привлекающего внимания инопланетного дизайна, эта карта мультипаспорт может похвастаться целой плеядой преимуществ. С ней каждый месяц вам будут доступны 4 категории трат на выбор, за которые вы можете получить до 15% кэшбэка рублями, а за покупки у партнеров кэшбэк будет до 30%. С подпиской Тинькофф Pro еще можно получить доход на остаток по карте до 6% годовых. Переводить деньги на карты других банков через СБП, снимать наличные можно без комиссии. Ну и как приятный бонус, вместе с этой картой вы получите нейростикеры, их можно наклеить на карту или поменять аватар. Лететь в космос вам не нужно, достаточно просто перейти по ссылке в описании или по QR-коду на экране и оставить заявку, что получить инопланетную дебетовую карту Тинькофф Мультипаспорт на Земле. Представитель банка привезет вам карту, куда вам удобно. Всем удачи! Ну а мы вернемся к теме нашего видео. Итак, друзья, давайте быстренько ради интереса вскроем ПК и посмотрим на содержимое внутри компьютера и посчитаем его стоимость. Что ж, начнем, пожалуй, с ключевых деталей. Это, конечно же, видеокарта. И в нашем случае у нас стоит внутри одна из самых недешевых версий RTX 4070 Ti. Это, во-первых, продукт от компании Asus. Это уже недешево. А во-вторых, серия TUF или TUF, как там правильно. Короче, видеокарта явно стоит больше, чем политовские и прочие китайские 4070 Ti, и в DNS такая видяха продается за 100 тысяч или более точно 99 999 рублей. Это очень недешевая версия 4070 Ti, например, остальные компании продают по 80-90, но насколько себя помню, видеокарты Asus стоили так вообще именно всегда, то есть больше всех остальных, даже больше, чем MSI и все вместе взятые. Окей, я думаю, здесь понятно, едем далее, и теперь достаем материнскую плату, и в нашем случае мать тоже от компании Asus. Это модель Z690 Plus и тоже из линейки TUF. И также корпус, в котором находится эта материнская плата, тоже Asus. И тоже, как вы поняли, все тоже серии TUF. Короче, тут прям комбо для ценителей, тех, кто собирает себе все, что связано с компанией серии TUF. И стоит такая материнка 22 тысячи рублей. И эта мать весьма серьезная, она может очень прилично, скажем так, раскрыть весь потенциал любого процессора и поддерживает память DDR5. И в нашем случае память у нас Kingston Fury 32 оперативы 2 по 16 на частоте 6000. Эта память очень быстрая, с отборными чипами Kingston. Это топовый бренд, вы все это знаете, и цена тоже топовая, 15 500 рублей. Плюс к этому внутри также поставили в эту материнку SSD на 1 терабайт, тоже от компании Kingston. Это модель NV2 и цена 6900. Ну а теперь важный момент, друзья, снимаем вертушки, и под радиатором виднеется процессор, центр всей этой мощи. И в нашем случае у нас стоит 14-ядерный 20-поточный 13600KF за 28 тысяч рублей, точнее 28 300. Это весьма нехилый такой себе процессор, я бы даже сказал очень серьезный, и он без проблем вытащит 4070 Ti и даже 4080. Единственная его сложность это в том, что он греется прилично, выдает местами теплопакет
сокет от 180 Вт и выше, а значит и охлаждение должно быть правильно нормальным. И сверху на процессор, как я понимаю, поставили башенный радиатор от фирмы Jones-Bu. Модель точно я не сразу сумел понять, что именно за модель, но потом нашел вертушку в DNS, и это модель Jones-Bu CR100+, на 2 вертушки. Стоит такая башня 2500 рублей. И в теории, вот судя по информации на сайте, она должна, то есть, суметь отвести 180 Вт 13600 kF, и температура тоже должна быть примерно там 65, возможно 70. Но что-то мне, знаете, подсказывает, что придется делать даунвольт на процессоре примерно, то есть напряжение ставить 1.25, 1.3. В общем-то, короче, посмотрим, что получится уже чуть-чуть попозже. А сейчас пару слов про блок питания и корпус. Это уже последние детали в этой сборке, поэтому сразу же потом начнем тестировать. Итак, блок питания у нас CFT-шный Enermax Revolution. Это золотой питальник на 850 Вт. И в целом я уже сталкивался в жизни с компанией Enermax. И водянки были тоже, и блоки у меня тоже стояли в компьютерах. Проблем, если честно, как бы я не припомню с ними. И такой питальник, конечно, на 850 Вт это более чем с большим запасом. Видеокарта 4070 Ti съедает там, ну, не больше 240-250 Вт. Процессор при этом в пике тоже там примерно 230-240 плюс-минус. Ну, там всякие железки еще, ну, максимум у нас выходит все это железо 600 Вт. Так что чистыми 850 по линии 12 вольт и золотой сертификат, я думаю, дают возможность в будущем прокачивать компьютер и даже поставить, например, 13900K и 4080. Цена за такой блок питания у нас, напомню, 12 тысяч рублей. Что насчет корпуса, то корпус было реально сложно найти, их нет в продаже. Это модель Asus TUF GT301. Я нашел только ее на Озоне, парочка там предложений, цена в среднем там 10 500 рублей. Это явно небольших размеров корпус, я бы даже сказал, он меньше средних форматов. Так что внутри все довольно плотно напичкано, но в комплекте идут сразу 4 вертушки, тоже серии TUF, и по идее вентиляция будет нормальная. Не знаю, мне сложно судить про внешний вид корпусов, я точно не уверен, что мне может, то есть, не понравится, напротив, понравится, то есть, зрителям, и это все чистая вкусовщина. Мне, если честно, не очень нравятся полевые фильтры сверху. Мне кажется, что верхнюю часть можно было как-то посимпатичнее сделать, вот как-то отверстия более придумать или вообще их просто убрать. Все очень просто. В общем, все это дело вкуса, не мне лично судить про внешний вид, я лишь озвучу свои мысли, и так давайте подведем черту и посчитаем, сколько стоит все это железо внутри. На примере, вот скажем, DNS. Кстати, я чуть не забыл, внутри еще поставили жесткий диск на 2 терабайта Western Digital Blue на 7200 оборотов для всякого мусора, я так понял. Не знаю, возможно, кому-то даже пригодится, чтобы не забивать SSD-шник, так что цена на этот винт 5500 рублей. Итак, поехали. Значит, у нас видеокарта 99999 плюс материнская плата 22 тысячи, далее оперативная память 15500 плюс SSD-шник за 6900 и жесткий диск на 2 терабайта за 5500. Сюда же накидываем процессор за 28 тысяч, далее на процессоре вертушка за 2500, потом блок питания за 12 тысяч и в конце корпус за 10500. И общая цена за это железо, если собирать частями в DNS, выходит 203 тысячи с копейками. В то же время сам компьютер Расскат от самой же компании Trilogic продается, внимание, за 215-216 тысяч. Это по ценам в Яндекс.Маркете на 14 марта. Хотя я помню еще буквально пару дней назад цена на Озоне на такой компьютер была примерно 188-190 тысяч. Возможно, именно сейчас из-за курса доллара цены выросли. Опять-таки, я слышал, снова начал оживать майнинг. Да, друзья, майнинг все еще жив, да и цены на железо тоже начали расти. Ну, короче, на Яндекс.Маркете цена 215 тысяч, переплата в нашем случае примерно 11-12 тысяч. И в эти 12 тысяч, можно сказать, входит зарплата сборщика, кто собирал компьютер, плюс 36 месяцев гарантии на сам компьютер от фирмы Trilogic. Так что в целом спасибо, что хотя бы не переплата там, не знаю, 40, 50, 60 тысяч, и можно сказать, что в целом это еще более или менее адекватная цена. Поверьте мне, я встречал и накрутку и 50, и 60, так что все еще абсолютно терпимо. Ладно, я думаю, уже все устали от железа, и теперь давайте запустим парочку
парочку игр, посмотрим, что мы получаем за 186 тысяч. И тестировать я все буду, понятное дело, на 4К телевизоре, в 4К, на ультра, со всеми лучами и так далее. Итак, начнем, пожалуй, с требовательных проектов, например, Киберпанк на ультра в 4К с трассировкой в режиме DLSS производительность. Это очень тяжелые настройки для любой сборки компьютера, но только не для 4070 Ti с поддержкой DLSS 3 версии. Эта видеокарта умеет выстраивать кадры через DLSS 3.0, поэтому даже в 4К на ультра с лучами у нас 75-80 FPS в сложных открытых локациях. Если нужна вам более четкая картинка, то выставляем DLSS в режиме баланса и будет стабильно 60 кадров. В целом, скажем так, результат отличный, я бы даже сказал, очень даже перспективный, потому что если в Киберпанке мы получаем 80 FPS на ультра в 4К, то и везде, поверьте мне, обязательно, чтобы я не запустил, будет высокий фреймрейт. Но меня, если честно, знаете, больше интересовала именно температура процессора и видеокарты в этом тесте. Дело в том, что Киберпанк максимально нагружает видяху и процессор, и видеокарта чувствует себя тут довольно комфортно, что в начале теста спустя 5 минут, что в конце теста спустя полчаса. Средняя температура в пределах там 65, возможно 68 градусов. Это очень низкая температура для видеокарты такой мощности. Отлично справляется система охлаждения в корпусе, и корпус тоже продувается довольно прилично. Но вот процессор тут уже не так себя комфортно чувствует, хотя да, температура все еще далека от критичной 90-95, и мы имеем в среднем 65 или там поднятие до 75, возможно даже 80. В идеале, конечно, поставить сюда водичку, то есть поставить трехсекционную водянку, чтобы поднять проц, хотя бы до 5400-5500. Но так, если вот прям по умолчанию пользоваться прямо из коробки этим компьютером, то, знаете, обычному юзеру более чем хватит, я даже скажу, вообще абсолютно с лихвой. Опять же, это Киберпанк, и он просто съедает любой процессор, то есть он заставляет его трудиться на полную, поднимая при этом температуру. А если же запустить что-то проще, то там, конечно же, будет ниже температура. Например, там, скажем, запустить Ведьмак 3. Он на меня напал! Прямо в бошку! Перезаряжаюсь! Друзья, мы не зря вспомнили про Ведьмак 3, и теперь давайте протестируем обновленную третью часть. По традиции я выставил все настройки на запредельные, плюс также включил и построение кадров через DLSS 3 версии. И еще при этом включил, конечно же, трассировку с поддержкой DLSS в режиме быстродействия. И получаем с вами 75-85 кадров 4К. Если кому-то кажется, что это мало 70-80, то, знаете, попробуйте на своем компьютере с RTX, например, 3070 Ti или даже 3080 Ti запустить с такими настройками Ведьмак 3, именно с лучами. Вы получите, я думаю, максимум там 40, возможно 45 FPS. Это далеко не 80, так что это отлично работает Ведьмак. И, кстати, заметьте, что процессору меньше приходится работать, нежели в Киберпанке, и поэтому температура в среднем 60-65 с копейками. Вот это уже более приятное, чем 75-80. Так что, еще раз повторюсь, все зависит от конкретного проекта. Именно то, о чем я и рассказывал недавно, что Киберпанк — это настоящая печка, чтобы проверить ваш потенциал железа и его температуру. Окей, что ж, давайте в конце еще что-то закинем, чтобы закрепить данные результаты. Давайте проверим, например, вот требовательный проект Dying Light 2 часть. Это хоть и не супер прям последняя новинка, но весьма прожорливая к железу и еще с большим открытым миром. Итак, все настройки на ультра с лучами и DLSS производительность 4К. И у нас, как видим, почти стабильные 100 кадров в секунду. Это, то есть на этом, я думаю, можно уже заканчивать обсуждение производительности. Я думаю, все уже и так поняли, что с таким компьютером можно хоть даже в 4К спокойно пройти все, что вам душа пожелает на самых запредельных настройках. И это при том, что я даже не занимался разгоном процессора, там, не знаю, оперативной памяти или видеокарты. Все это просто, то есть в этом нет никакой необходимости, все и так отлично работает прямо из коробки. В общем и целом, друзья, вердикт значит такой. В нашем случае мы получили явно небольшую наценку, судя по сегодняшнему
сегодняшним ценам в Яндекс.Маркете. Переплата всего там 11-12 тысяч. Ну, это на фоне, то есть 200 тысяч. И взамен мы получаем готовую сборку с документами, с гарантией, которая приедет прямо к вам под дверь. Я не знаю, у меня, в принципе, ровные чувства к этому компьютеру. Просто очень мощный, современный ПК с нормальной ценой. Если вам интересно, я накидаю вам множество ссылок на различные компьютеры серии Раскат, которые мне лично показались интересными по цене-мощности, и на эту модель я тоже оставлю ссылочки. Если интересно, переходите, смотрите, приценивайтесь. Я же буду, друзья, на этом заканчивать. И надеюсь, вам было интересно. Всем еще раз я желаю не болеть, и увидимся уже очень скоро. До новых встреч на канале. Всем удачи и пока-пока.